Ароматный, домашний, хрустящий хлеб. Что может быть лучше? Послушайте, как он хрустит. А когда этот хлеб еще и необычный, это вдвойне приятно. Сегодня, здравствуйте, дорогие мои, вы на канале Рецепт вкусной жизни. Меня зовут Настя Лосева. Я покажу вам, как испечь домашний хлеб с тыквой. Я делаю тыквенное пюре с осени, заготавливаю особым образом. Для этого я просто тыкву запекаю вместе с кожицей, затем ложкой вытаскиваю мякоть, ее перемалываю и вот в таких контейнерах заготавливаю для определенных целей. Например, по 200 грамм на кашу, либо на хлеб. Тыква хранится прекрасно. Именно от тыквенного пюре и будет зависеть вкус нашего хлеба. Посмотрите, какой он яркий. Все точные пропорции я оставлю внизу под описанием, а здесь я покажу процесс изготовления этого хлеба. Хочу обратить ваше внимание, что количество воды, которое нам необходимо будет добавить на порцию, зависит от консистенции вашего пюре и от того, как вы его делаете. Так как в моем пюре абсолютно нет жидкости, я имею в виду воды лишней, только натуральный сок тыквы и вот сама мякоть, тыквенное пюре получается очень густым. Поэтому я вам напишу в описании под видео максимальное количество воды и как ее вводить. Берем количество тыквенного пюре, которое я указываю в описании под видео, но у меня в частности было 200 грамм. Я добавляю соль, сахар я не добавляю, поскольку у меня очень-очень сладкое пюре. Если у вас пюре не сладкое, тыква, добавьте 35 грамм сахара либо меда. Когда я испекла уже этот хлеб и разрезала его, поняла, что если бы я немножко его еще улучшила, было бы еще намного лучше. В конце я напишу, скажу вам, как можно улучшить еще этот рецепт хлеба и сделать его еще более праздничным. Итак, в тыквенное пюре я добавила соль, добавляю свою закваску, которую я кормила пшеничной цельнозерновой мукой. Кстати, этот хлеб я буду делать на пшеничной цельнозерновой и пшеничной муке. Соотношение тоже вам обязательно напишу. Далее я насыпаю 500 грамм муки, и исходя из этого уже будем добавлять воды, как уже повторюсь, пропорции все напишу внизу под описанием, внизу в описании под видео. Я также приглашаю вас подписываться и заходить на мой телеграм-канал, где мы общаемся с девочками по поводу выпечки хлеба более активно. Сбрасываем все свои рецепты, как получившиеся, всю выпечку, советуемся. Я очень активно помогаю научиться желающим печь хлеб. Ссылка на мой телеграм-канал вы сейчас видите на экране и будет указан также внизу под видео. Заходите, буду вам очень рада. Хочу вам сказать, что когда вы вымешиваете хлеб, старайтесь убирать весы, на которых вы все взвешиваете, чтобы их не повредить. Итак, у меня все ингредиенты уже находятся в тесте, вот в этом ведерке, в котором я и буду растаивать это тесто. И сейчас я их просто соединяю вместе, слишком сильно вымешивать не надо. Я сейчас вам покажу, какое по консистенции получается тесто. Оно не должно быть ни густым, ни сильно жестким. Вы сейчас все увидите. Вот мне стало жалко остатки моего пюре. Я его сейчас вот так соберу, и будет у меня еще больше яркого вкуса в моем хлебе. И по процедуре изготовления, как всегда, мы оставляем это тесто на 2 часа. Если у вас температура 22-24 градуса на столе, вытягиваем его 3-4 раза, смачивая руку в воде. Обязательно накрывайте ведро, чтобы оно не заветрило, ну или форму, в которой у вас находится хлеб. Вот такое тесто должно получиться. Дальше я его сформировала и в расстойчной корзине, накрыв пакетом, поставила в холодильник на 12 часов. И в этом холодильнике оно у меня уже немножко поднялось, сферментировалось, и потом я буду отправлять его на выпечку. Сейчас покажу, как я его выпекала, и все покажу и расскажу.
Вот такое тесто получается, оно не эластичное, но не липнет к рукам, особенно если вы руки намочите. Все будет в порядке, работать с ним очень легко. Тесто тоже само по себе желтенькое. Я еще раз смачиваю руку в воде, чтобы все разровнять по краям, чтобы мне лучше было видно, насколько тесто потом поднимается. Сверху обязательно накрываем чем-нибудь. Для этого вот удобно ведра, потому что есть крышки. И делаем все, что я вам сказала. Далее, на следующее утро я достаю расточную корзину из холодильника. Тесто немножко у меня поднялось, слишком сильно оно не поднимается, поскольку оно тяжелое из-за тыквенного пюре. Я посыпаю сверху ржаной мукой, можно рисовой, рисовой у меня просто сейчас нет в наличии. Накрываю и переворачиваю тесто для того, чтобы поместить мою буханочку в духовку. Для того, чтобы испечь этот хлеб, я за 40 минут стала нагревать духовку до 250 градусов, поставив туда чугунок. Этот хлеб буду с чугунком выпекать. Вот такой красивый рисунок у меня получился. Если у вас нет ни утятницы чугунной, ни чугунка, кастрюли, выпекайте с паром. Для этого разогреваете поднос или противень и форму, на которой вы будете выпекать свой подовый хлеб, если вы выпекаете его подовым хлебом, а не формовым. Далее, когда уже духовка разогрета и вы поместили туда свой хлебушек, нужно кинуть в форму кусочки льда, несколько, и быстренько закрывайте духовку. Лед растает и быстро превратится в пар. Это позволит не засохнуть и не быть корочки сильно грубой. И поэтому хлеб у вас раскроется очень красиво. Для того, чтобы сделать разрыв хлеба более управляемым, так скажем, мы делаем надрез. Надрез я делаю вот таким лезвием канцелярским, тоненьким, очень удобно. Можно обычной бритвой, кто-то делает скальпелем, но лезвие должно быть тонкое и очень острое. Прорезаем на сантиметр. Должна быть глубокая прорезь, чтобы хлеб хорошо раскрылся. Разогрелся мой казанок. Будьте с ним очень аккуратны, потому что он горячий просто невероятно. Помещаю туда хлеб. Обычно я делаю это прямо в духовке, то есть из духовки снимаю верхнюю часть, а вот этот поддончик у меня стоит в духовке. Я туда помещаю хлеб, накрываю и задвигаю. Но сейчас, чтобы вам показать, я вытащила казанок полностью из духовки. И в разогретую духовку я помещаю вот эту кастрюльку. Значит, будьте внимательны. Выпекать в таком состоянии хлеб я буду 15 минут. Затем я достаю 15 минут при температуре 220-240 градусов. Затем я достаю, снимаю верхнюю крышку с казанка и вижу там вот такую красоту. Смотрите, как красиво он раскрылся. Такие трещинки получились очаровательные. И ставлю, снижаю температуру до 180 градусов и ставлю еще на 20, 25, 30, может быть, минут. Смотрите по своей духовке, какую зажаристость вы хотите. Сегодня я хочу вам еще показать, как измерить температуру, какая должна быть температура хлеба внутри, как можно ориентироваться. Итак, у меня вот такой термометр, который я неоднократно показывала, использую для изготовления колбас в том числе. Для того, чтобы понять, что хлеб готов, нам нужно измерить температуру внутри, она должна быть 96-98 градусов. Если она такая, то значит хлеб ваш готов. Температура моего мякиша внутри 99 градусов, это значит все прекрасно выпеклось. И теперь хлеб мы должны поместить на решетку, чтобы внизу он тоже проветривался. И дать ему остыть полностью, стабилизироваться всем парам внутри. Ни в коем случае никогда не режьте горячий хлеб. И, соответственно, его нельзя кушать горячим. Это не полезно для здоровья. Оставляем его остывать, ну, примерно на 2-3 часа, чтобы мякиш стабилизировался, все вкусы собрались в кучу, так сказать, вот в этой буханочке хлеба. Хлеб станет еще более ароматным и более вкусным. Сверху у него очень хрустящая ароматная корочка, но эта корочка держится недолго, буквально 1 день. И как только вы, например, вечером остатки хлеба положите в пакет,
на утро у вас этой корочки уже не будет. Однако ее можно вернуть. Например, если вы печете несколько булок хлеба сразу, то просто поставьте, когда вам нужно, разогреть этот хлеб в духовку на 180 градусов буквально на 10 минут. И эта корочка опять запечется, хлеб станет теплым, ароматным, как будто бы вы только вытащили его из духовки. Ну а корочка будет хрустящей. Обычно я так делаю, когда пеку сразу много хлеба, несколько порций. Замораживаю хлеб в духовке и затем уже подогреваю. Но внутри он получается вот такой яркий. На самом деле камера даже не передает этого цвета. Что бы я хотела еще улучшить, потом мне пришло в голову, что сюда можно добавить изюм, орехи и всякие цукаты. Это будет просто ароматное пирожное. Я желаю вам приятного аппетита, подписывайтесь на канал, буду рада показывать вам много разных интересных рецептов, чтобы в вашем доме было всегда уютно и вкусно. Всем до свидания.